Друзья, я вас всех приветствую на канале «Энергия Таро», где сегодня на картах Таро мы разберем легендарную фигуру времен СССР, в свое время затмившую даже актеров Голливуда. Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, побывавший в космосе и вернувшийся живым и невредимым назад, стал героем своего времени. Как мальчик, выходец из обычной крестьянской семьи, стал знаменитым на весь мир космонавтом, лицом с обложки, улыбку которого знал тогда каждый человек на планете. Было ли это счастливым случаем или что именно помогло Юрию обойти своих конкурентов и вылететь в открытый космос? А главное, был ли сам полет? Ведь в наше время за счет того, что информация стала более доступной, появилось множество конспирологических теорий, доказывающих обратное. Действительно ли Гагарин является положительным персонажем во всей этой истории, идеальным советским гражданином, совершившим мировой подвиг? Или же все это лишь грамотно срежиссированный спектакль, и за внешним фасадом скрывается совершенно другая правда? И другой Гагарин. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 12 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро помогаю разобраться в запутанных ситуациях и жизненно важных вопросах. Чтобы записаться ко мне на сеанс личного расклада или обряда, просто отсканируйте QR-код на экране или перейдите по ссылке под видео в личные мессенджеры. Но если вы чувствуете, что хотите глубже понимать карты и научиться их читать так же уверенно и свободно, как я, у меня есть для вас кое-что интересное. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской губернии, в рабочей семье, где папа был плотником, а мама работала на молочной ферме. В семье помимо Юры росли два его брата и сестра, а само детство пришлось на военное, где деревня, в которой он жил, подверглась оккупации. Уже с самого раннего детства Гагарин начал мечтать о небе. Впервые увидев военных летчиков, героев, приземлившихся в их деревне в красивой форме, статных, улыбающихся, маленький Юра понял, что это судьба, и он вырастет и обязательно станет летчиком. Поступив затем в авиационный институт, Гагарин мечтал о полете, который навсегда впишет его имя в историю, а его жизнь разделит на до и после. И мечта действительно сбылась. В результате отбора Гагарин был зачислен в подготовительную группу космонавтов и к началу 1961 года вошел в шестерку лучших кандидатов на полет в космос. 12 апреля 1961 года страна не забудет никогда. Первый человек вылетел в открытый космос. И да, это был Юрий Гагарин. Так кто же такой настоящий Юрий Гагарин? Почему именно его из множества весьма достойных кандидатов отобрали на столь важную миссию? Был ли вообще полет, прославивший человека, который прожил недолгую, но очень яркую жизнь? Что стало с личностью Гагарина после обрушившейся на него славы? И что действительно послужило причиной гибели космонавта? Давайте разбираться. Сначала мы должны с вами выяснить и узнать Гагарина как личность, поэтому первый блок нашего расклада я хочу посвятить именно этому, а затем мы уже с вами поговорим о космосе.
А сегодня с нами карты Deviant Moon Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. И первый вопрос будет схематичный. Мы узнаем Гагарина как личность, каким он показывал себя на людях и каким он был на самом деле. Итак, карты, покажите нам, пожалуйста, личность Гагарина. Каким был Гагарин на людях, как личность, что он показывал, что он транслировал людям. И об этом нам расскажут первые три карты. Каким был Гагарин на самом деле? Основная суть и характеристика личности Юрия Гагарина. Об этом нам расскажут следующие три карты. И последняя, 7-я карта, нам расскажет о том, что у него в душе творилось, да, что у него в подсознании. Подсознание, которое мы сами иногда не слышим и не понимаем. Итак, первые три карты. Юрий Гагарин как человек, которого все знали. Знали товарищи, друзья, сокурсники, семейный человек, человек, любящий, ценящий свою семью, своих родных, близких, человек, который готов пожертвовать собой ради своей семьи. Да? Здесь мы видим на десятке кубков человека, пожертвовавшего собой ради семьи. Он инвалид на одной ножке, голова перебинтована, видимо, был в каких-то боях, да? В войне, может быть, какой-то участвовал здесь человек. А здесь человек все ради семьи, да? Все в дом, как говорится. Человек, подстраивающийся под обстоятельства или под систему, да, которая была тогда у всех на слуху и всех держала в ежовых рукавицах. Здесь человек легко обучаемый, подстраивающийся под обстоятельства и под этот мир. Туз Пентаклей говорит нам о человеке экономном, человеке, который немногословен, возможно, да, он не то чтобы экономен в деньгах, не обязательно, да, здесь об этом речь, но немногословен, возможно, особенно с неблизкими людьми, да, с друзьями вполне возможно он мог пошутить, пообщаться, поговорить, но здесь он не растрачивает свою энергию лишний раз, не растрачивает свою энергию, свои ресурсы. Именно таким Гагарина видели его сокурсники, соратники. Много пентаклей, это значит много сил Гагарин затрачивал на то, чтобы выглядеть статно и презентабельно, скажем так, да, в глазах других людей. И много пентаклей здесь могут говорить еще о том, что человек любил средства, любил деньги. Да? Это не хорошо и не плохо, друзья мои. Да? Все мы любим деньги как средства, потому что они помогают нам жить. И здесь то же самое. Поэтому вот таким вот Гагарин предстал перед людьми. Каким Гагарин на самом деле был? Его основная суть, вот что было внутри у него, да, его характеристика личности. Человек, который, какой загадочный человек, да, у нас выходит. Человек, который в детстве что-то недополучил, во-первых, да, давайте начнем с 7 жезлов. Это человек запутавшийся, человек, который не мог точно понять, кто он, что он, как он, чего он хочет в этой жизни. Несмотря на то, что нам говорили о том, что с самого детства Юрий Гагарин мечтал о небе, здесь вот я этого не вижу. Я здесь вижу запутавшегося человека именно с раннего детства. Вполне возможно, были какие-то травмирующие события, которые повлияли на него в детстве. Об этом мы с вами еще поговорим. Карта Луны говорит о человеке очень творческом. И здесь Луна, как характеристика личности, выражает человека творческого, человека крайне эмоционального, подвергающегося эмоциями, по крайней мере, да, человека манипулируемого системой, вполне возможно, да, на тот момент. Опять-таки, система правила балом. Трансформация по смерти, да, человек мог бросить своих родных и близких, вот здесь вот люди видели его как человека семейного, а здесь человек мог бросить что-то родное, близкое сердцу, здесь смерть, убивать своего собственного ребенка, потому что она вновь беременна. А если он окунется в какие-то более страстные, более интересные для него отношения, или более интересное покажется ему и светлое будущее с какой-то другой женщиной, к примеру, да, или покажется, что вот с этим человеком, с этим другом, допустим, он будет чувствовать себя более уверенно, нежели с этим человеком. То есть он мог все видоизменить буквально за секунду, буквально за минуту. То есть он человек, который трансформировал обстоятельства вокруг себя. Да? Трансформационный человек по смерти, особенно по девиантной колоде, человек, который нарушает какие-то правила в кругу своих близких людей и убирает из своих близких людей тех, которые ему неугодны. Опять-таки, это не хорошо, не плохо, просто вот такой человек, да, друзья мои. Творческий, достаточно оригинальный, очень коммуникабельный, манипулируемый, правда, обществом и системой. Человек, который мог пуститься во все тяжкие и бросить семью, возможно, да, возможно, были любовницы какие-то. Человек, который что-то очень серьезное пережил в детстве или, как ему показалось, он пережил что-то травмирующее. И последняя карта, которая указывает на подсознание человека. Подсознание человека — королева жезлов. Королева жезлов — это когда королева жезлов выпадает на мужчину, и вообще, когда любая королева выпадает на мужчину, да, это значит, что особое внимание он уделял женщинам в своей семье, женскому роду, очень сильно и очень серьезно на него повлиял женский род в семье. Некий феминизм или матриархат присутствовал в доме, в его семье конкретно. И здесь королева жезлов — то, что он скрывал, и то, что он сам не осознавал, то, что на него очень сильное влияние оказала фигура женщины. А здесь не говорится о том, что он женственный был. Здесь говорится о том, что фигура женщины держала его в ежовых рукавицах в подсознании до самой его смерти. И здесь не зря у нас выпала Луна, очень эмоциональная. Эмоциональная и Луна — это вообще женская фигура, да?
И здесь эмоции правят балом. То есть он был человеком крайне эмоциональным, вполне возможно, он этого не показывал. Хорошо, разобрали его личность. Давайте теперь немного поговорим о его биографии, о самой биографии. Да? Все мы знаем, что биографии известных личностей часто подвергаются видоизменениям каким-то. Да? Давайте узнаем, тот Гагарин, которого мы знаем из официальных источников, его биография, она правдива? И если нет, то насколько сильно она подверглась изменениям? Правдива ли биография Юрия Гагарина из официальных источников, которые мы видим с вами, да, вот то, что он родился в деревне Клушино, Смоленской губернии, как прошло его детство и так далее и тому подобное, да? Правдива ли биография Юрия Гагарина, которую все мы с вами знаем из официальных источников, правдива ли? Туз Пентаклей снова у нас выпадает, и туз Пентаклей говорит более чем, но туз Пентаклей еще говорит о том, что что-то сокрыли, то есть не договорили, не приукрасили, а не договорили наоборот, да? Давайте еще одну карту вытянем. Что-то серьезное, причем не договорили, да, что-то утаили. Правдива ли биография Юрия Гагарина, которую мы все с вами знаем из официальных источников? Что-то утаили от нас, связанное с какими-то пересудами, спорами, преступлениями, вполне возможно, да. Что-то серьезное произошло в жизни и вообще в биографии Юрия Гагарина, что от нас скрыли, что было бы не то, что неинтересно слушать нам с вами, а было бы, наоборот, даже очень интересно, да, и мы бы поняли и увидели Гагарина совершенно с другой стороны. Что у нас с вами на дне колоды? Да, страшный суд. Страшный суд говорит о каком-то, возможно, преступлении, действительно, да, о том, чтобы это не всплыло на поверхность, это все немножко так завуалировали, утаили от людей, да. Страшный суд плюс пятерка жезлов – это некое преступление, совершенное в кругу семьи. Не обязательно самим Гагариным, а в целом, в принципе, в кругу семьи, которая не хотелось бы, чтобы всплывало на поверхность, понимаете, да, о чем речь? И поэтому здесь об этом не сказали, сокрыли. Следующий вопрос, друзья мои, из различных официальных источников. Нам известно о Гагарине как о человеке, который всегда стремился занять лидерскую позицию. Он всюду успевает, всюду первый, занимается самодеятельностью. На любых спортивных мероприятиях, которые проходят в рамках его института, он старался со своей командой занимать первые места. И даже однажды плакал, когда его команда как-то проиграла соперникам. Давайте узнаем, действительно ли это так, у Юрия был на это физический и умственный потенциал. Действительно ли он хотел быть лидером во всем и стремился быть всегда первым. Действительно ли Юрий Гагарин был таким активистом, лидером, который стремился всегда быть первым во всем и везде? Правда ли это? Королева Пентаклей. Вот интересно, снова женская фигура, да, королева Пентаклей, которая не дает выразить себя человеку в детстве, в раннем детстве. У нас королева Пентаклей здесь предстает женщиной, экономной и бережливой, это да, но не заботливой. Она наступает здесь на собственных детей по причине того, что ей интереснее всего держать в руках Пентакли. Пентакли – это ее основной ресурс. И здесь не только про деньги, да, здесь вообще в целом про себя. Я себя люблю больше, нежели тебя, нежели своего ребенка. И здесь действительно фигура мамы, вполне возможно, да, с детства никогда не давала ему какой-то свой потенциал реализовать. И здесь, когда он вырос, естественно, он хотел быть везде первым, везде быть правым, везде быть лидером. Эта карта положительно отвечает на вопрос, но рассказывает еще, почему он хотел быть везде первым. Мне в детстве не разрешали, не позволяли, меня затыкали, замолчи, не высовывайся. А вот я хочу теперь это сделать. Что у нас на дне колоды? Давайте посмотрим. Это действительно фигура матери. Да, туз кубков залюбили, или туз кубков еще говорит о том, что не давали проходу и не давали сделать все то, что я хотел на самом деле сделать. Туз кубков – невозможность выразить свои эмоции. Женщина несет кубок полной любви, полной эмоций, полной чувства. У нее вот такая вот горжетка, горжет на шее, который закрывает вишудха-чакру. А вишудха-чакра – это у нас способ выразить себя, да, выразить свое состояние, свои эмоции, высказаться, в конце концов, и уверенность в себе. Вот не было некой уверенности в себе у него в детстве, и она появилась тогда, когда он вырос. Он решил для себя то, что он везде будет первым и правым, потому что мама, скорее всего, это женская фигура мамы, да, не разрешала ему в детстве. Это действительно было так, друзья. Следующий вопрос, был ли Юрий хорошим летчиком, вот какой он был в полете. Он был уверенным в полете, он переживал, может быть, очень сильно нервничал, боялся этих полетов. Давайте узнаем. Мы с вами не просто так сейчас разбираем его фигуру, да, потому что, подбираясь к тому, что было в космосе, если это было на самом деле, мы понимаем, к чему человек шел, почему человек к этому шел и каким он стал после. Мы разбираем фигуру человека, его личную историю и, вполне возможно, его личную трагедию. Это очень важно. Важно не просто ответить на один вопрос, да, летал он там в
в космос или нет. Был ли Юрий Гагарин хорошим летчиком? Какой он был в полете? Уверенный в себе, боялся полетов. Был ли Юрий Гагарин хорошим летчиком? Был ли Юрий Гагарин хорошим летчиком? Переживал, что не получится. Знаете, когда в детстве нас порицают, ругают за что-то, ты это делаешь не так, ты это делаешь неправильно, да, туда не ходи, сюда не ходи, с теми не общайся. И когда в детстве нас постоянно наставляют и запугивают, уже во взрослом возрасте, будучи во взрослом возрасте, у нас, кстати, нераскрытая чакра Вишудха, она дает о себе знать, да, вот даже голос его я слышу, по его интервью, у него нераскрытая чакра Вишудха, прям слышится, как у него зажат голос. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Родился на исконно русской земле. Не хорошо и не плохо, опять-таки, он не виноват в этом. Просто ему эту чакру закрыли в детстве, и он постоянно боялся оступиться. Он летать-то не боялся, он боялся оступиться, сделать что-то неправильное, что ему укажут на его ошибки. Любил ли он летать? Он в полете чувствовал себя не столько уверенно, сколько он хотел доказать всем, что он это может сделать. Давайте еще посмотрим, да? Был ли Юрий Гагарин хорошим летчиком? Девятка Пентаклей. Девятка Пентаклей – человек без рук и в маске. Он отображал не то, что на самом деле было глубоко в его душе. Да? Он показывал всем, что ему очень нравится, что чувствует он себя прекрасно, он наделен какими-то определенными полномочиями, ресурсами, его все устраивает. Но это была хорошая маска при плохой игре, хочется сказать. И здесь девятка Пентаклей – выражение того, что быстрее бы это закончилось. Вот я люблю летать, но быстрее бы это закончилось, но я хочу доказать всем, что я не такой, как был в детстве. Но у него какие-то детские травмы, да? Вполне возможно, травмирующие действительно были события, и это совершенно, опять-таки, не говорит о том, что человек плохой или человек летать не умеет. Нет, он умел летать, но почему-то вот сложилось так, что он хотел всем что-то доказать в этой жизни. Король жезлов. Король жезлов – это тот, кто ведет за собой людей. Я хочу повести за собой людей, я хочу, чтобы обо мне узнал весь мир. Вот я хочу, чтобы за мной тянулись, я хочу, чтобы на меня смотрели, и это не тщеславие, нет, это совершенно не об этом. Здесь речь не об этом, здесь речь о том, что я не хочу, чтобы меня забыли, и я хочу, чтобы знали, что я это могу сделать. Был ли он хорошим летчиком? Да, был бы он летчиком еще более хорошим, если бы он не боялся, если бы он более уверенно себя чувствовал, если бы он не хотел чего-то кому-то доказать. Это наши страхи, это все идет с детства, это абсолютно нормально, особенно в те годы. Давайте узнаем истинные таланты Юрия Гагарина. Вот в чем был его истинный талант? Он стал хорошим летчиком, да, неплохим, скажем так. Он стал космонавтом и вполне возможно летал в космос, мы сейчас об этом узнаем. Но вот его истинные таланты. Кем бы он был, если бы он не был космонавтом? Вполне возможно, он прожил бы более долгую жизнь. Да? В чем были истинные таланты Юрия Гагарина? Он был очаровательным, харизматичным. Он мог просто обучиться всему, чему угодно. Вот здесь карта, хоть и младшего аркана, тройка пентаклей и двойка кубков, говорит очаровательный, обаятельный, харизматичный человек, который может обучиться чему угодно, подстроиться под обстоятельства и под веху времени. Что на дне колоды у нас? Да, шестерка жезлов здесь говорит о том, что ему бы просто не дали этого сделать, иначе бы его душа стала более темной. Да? Вот, и если бы он, возможно, не погиб в 1968 году, да, или если бы он, возможно, стал более обсуждаемым космонавтом и дальше бы совершал какие-то полеты, да, он дальше тоже хотел летать в космос, вы помните, по официальным источникам. И шестерка жезлов говорит о том, что он бы очень нарциссично, скажем так, отнесся бы к этому, да, и зазвездился, если проще говоря, да, если по-нашему. Он бы зазвездился, потому что он бы смог все. Я не говорю о нем как о сверхчеловеке, каким-то имеющем определенные экстраординарные способности, поймите меня правильно, да, но это человек, который умел подстроиться под любые обстоятельства жизни. И я смогу все, вы только покажите мне как. Я научусь. Я харизматичный, невероятно обаятельный человек, который сможет все. Экстраординарный человек. Таланты его заключались в том, что он был харизматичный, в том, что он был веселый, харизматичный, улыбчивый парень, и то, что он нравился толпе, он нравился публике. И он мог обучиться чему угодно. А почему он мог обучиться чему угодно? Возвращаемся в его травмирующие какие-то события, которые были в детстве, мы об этом узнаем скоро. То, что там ему не давали выразить себя, и он хотел доказать всем и каждому, что он может. Я могу это сделать. Именно поэтому он обладал абсолютно любыми навыками, любыми талантами, да, для того, чтобы быть кем-то, не космонавтом, а кем-то еще, его все равно бы узнали люди. Узнали его как хорошего профессионала. Следующий вопрос. Во время оккупации в родной деревне Клушино маленький Юра наблюдал в небе воздушный бой советского летчика с самолетом противника. На глазах мальчика из подбитого самолета у самой земли выпрыгнул летчик, а скоро рядом приземлился второй.
Оба тогда показались Юре настоящими героями, волшебниками, способными справляться даже с самой страшной стихией. Именно с этого момента Юра решил стать летчиком. Вопрос. Этот случай в детстве действительно был? Действительно ли был этот знаменитый случай в детстве Юрия Гагарина, после чего он решил стать летчиком? Действительно ли он был? И снова шестерка жезлов выпадает. Да, шестерка жезлов – это как приукрасили. Шестерка жезлов приукрасили. Случай-то был, карта положительная, но что-то приукрасили. Приукрасили, чтобы было красиво, чтобы смотрелось дорого, чтобы людям зашло. Действительно ли был случай в детстве Юры, связанный с приземлившимися летчиками, после которого он решил стать сам летчиком? Да, здесь что-то приукрасили, подсмотрели, приукрасили и явили как новую историю, да, совершенно обновленную историю. Паш Мечей еще говорит о том, что Юра не сразу решил стать летчиком. Юре просто понравились летчики, и в детстве мы все хотим быть то ветеринарами, то летчиками, то космонавтами в то время. Каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. Я в детстве мечтала стать ветеринаром, да. Но мечты детства, они не всегда переходит во взрослую жизнь. И тут дело в том, что Паша Мечей говорит о том, что я еще подумаю. Я еще подумаю несколько раз, я обдумаю это предложение или я обдумаю, кем мне быть во взрослой жизни. И здесь тройка кубков это подтверждает, на дне колоды тройка кубков. Я пока не определился, но мне очень нравится вот это, да, то есть нравится то, что вот эти летчики приземлились, вполне возможно, это было совсем не так, потому что здесь очень сильно приукрашено, просто для того, чтобы подстроиться под толпу, скажем так, да, чтобы это звучало красиво, как я уже сказала. Здесь тройка кубков, он был еще не определившимся тогда человеком, он не знал точно, будет он летчиком или нет. Из официальных источников также известно, что Юрий в подростковом и юношеском возрасте был очень правильным парнем. В каком смысле? Он не смел никогда нарушать системный режим и всегда все делал по правилам. Из-за чего однажды сокурсники даже его побили, устроили ему темную. Каким человеком был Юрий Гагарин на самом деле среди своих товарищей? Действительно ли он был таким правильным, системным человеком, да, который все делал вот, ну, судя по тому, что было у него в детстве, да, мы выясняем, что он хотел всем показаться правильным и способным учеником. Скорее всего, оно так и было. Давайте узнаем, давайте посмотрим. Какой Юрий Гагарин был среди своих товарищей? Давайте эти две карты оставим, коли уж они выпали. Каким Юрий Гагарин был среди своих товарищей, сокурсников, друзей, в своем отрочестве, то бишь в юности, уже во взрослом возрасте, когда он стал летчиком, вот когда была мужская вот эта компания, кандидаты в космонавты, каким он был вот именно в этом мужском обществе, каким Юрий Гагарин был вот в этом, во взрослом мужском обществе, и каким Юрий Гагарин стал, когда на него обрушилась слава вот этого знаменитого первого космонавта, вылетевшего в открытый космос. Среди своих товарищей уважали ли его люди, уважали ли его как человека, да? Вот эти две карты мы с вами сейчас чуть позже разберем. Итак, каким человеком Юрий Гагарин был среди своих товарищей в отрочестве, в юности? Паш Пентаклей. Паш Пентаклей сделал себя сам, самостоятельный, чрезвычайно человек, целеустремленный, поставил себе цель, идет к ней, действительно очень правильный. Здесь человечек у нас робот, собранный из винтиков и шпунтиков. Но обратите внимание, что на роботе маска. И люди прекрасно знали, что он не такой на самом деле, каким кажется. И вполне возможно, что людей это немножко, давайте, прошу прощения за жаргон, бесило. И здесь Паш Пентаклей вот как раз-таки говорит о том, что ты мало знаешь, но пытаешься, вот как выскочка. Выскочка у меня идет, да? Выскочка. Я это не в плохом, опять-таки, смысле, друзья мои, ну просто вот идет почему-то это на язык слова. Выскочка среди своих товарищей. Вот как о нем думали. Это в отрочестве, в юности. Ну, видимо, поэтому устроили темную, побили, да? Каким человеком он был среди взрослых уже мужчин, да? Вот уважали, не уважали его. Боялся высказаться. Вот как ни странно. Здесь вот выскочка, а здесь боится высказаться. Вполне возможно, что здесь совершенно другие лета, года. И мужчины взрослые, они совершенно по-другому себя ведут, да? Среди них особо не выпендришься. И здесь рыцарь кубков говорит, я хочу что-то сказать, но боюсь договорить. Как-то вот как будто бы мне рот зажали, и вот хочу, а не могу. И здесь людям казалось, что он излишне скромный, вполне возможно, очень чересчур нежный для мужчины, да, податливый, и иногда делает не то, что он хочет сам, а то, что ему говорят, потому что здесь у нас конек-горбунок, он безногий, безвольный, то бишь, да, идет туда, куда ему скажут. А здесь еще полная луна у нас на карте, а полная луна признак некой недееспособности человека, эмоциональной перегрузки человека. Что у нас случилось после обрушившейся славы с Юрием Гагариным, что случилось после обрушившейся на него славы? Как на него стали реагировать его друзья, товарищи, коллеги, да? Отшельник. Вот как ни странно, он замкнулся в себе, как ни странно, он очень боялся, стеснялся, он переживал. Он не был тщеславным. Вот как ни странно, я думала, здесь выпадет какая-нибудь опять шестерка жезлов, но нет, он не был тщеславным. Он вроде бы, вот, и давайте теперь эти две карты раскрываем, да, вот он вроде бы добился всего, чего хотел по девятке кубков, а подвесил себя сам. Повешенный – это выжидает время человек. Он вроде бы повешенный здесь у нас одет в такие одеяния красно-фиолетовые. Это одеяния богатых людей.
знатного рода, человека, по крайней мере, которого восхваляют, да, но он выжидает какое-то время, он не трогайте меня, я сейчас все обдумаю, и потом мы с вами поговорим. А здесь у повешенного отсутствует черепушка, и из черепушки волосы вот такие вот, как червячки, да, вьются. Это значит, что очень много мыслей в голове, очень много мыслей, пустых мыслей, каких-то необнадеживающих. Вот как будто бы человек подумывает, вы уж простите, о суициде, да, в самое ближайшее время. Ну, здесь, конечно, этого не случилось, слава богу, но, тем не менее, повешенный говорит о каком-то... Повешенный еще, что интересно, повешенный говорит о предательстве. Во времена Ренессанса в 15 веке была такая колода Висконти Сфорца. И если не видели, погуглите, посмотрите, да, как, возможно, здесь где-то появится, карта вставит, да. Там был повешенный, изображен в виде предателя. Там действительно был предатель. Это идет от Иуда Искариота, да, который предал Иисуса Христа и его повесили. И здесь повешенный олицетворяет то ли жертву, то ли предателя, и так правильно, да? Вот я предал свой народ, как будто бы не смотрите на меня, я урод. Может быть, потому что не летал никуда, да? Заглядываем, конечно, на будущее, но мы сейчас посмотрим. И здесь человек как замкнулся в себе, ты вроде бы должен, наоборот, парить, тебя восхваляют, тебе все улыбаются, тебя все любят, но нет. И здесь человек очень замкнулся в себе, наоборот. Ушел в себя, приду не скоро, как говорится. Какими были отношения, вот мне все-таки хочется посмотреть, да, какими были отношения в семье в детстве Юрия Гагарина? Были ли действительно какие-то травмирующие события, повлиявшие на его становление личности? Это будет крайний вопрос о Юрии как о человеке, как о личности, да, дальше мы пойдем про космос уже изучать. Кому больше интересно про космос? Какими были отношения в семье в детстве Юрия Гагарина? Были ли события, которые травмировали Юру? Вот опять им не дают высказаться, да? Не дают высказаться. И снова Паш Пентаклей. Я хочу что-то сделать, а мне не дают. У меня забирают мой потенциал. Забирают мой потенциал, мое время, мой ресурс, мои деньги. Но здесь не про деньги, здесь про потенциал. Я хочу высказаться, здесь вот я хочу высказаться, я хочу что-то сделать сам. Он крайне самостоятельный, кстати, человек-то был. А не могу, мне не дают. Вот это его, наверное, главное такое смятение в детстве, в жизни вообще, в принципе, да, что повлияло на него. Вот это его травма, такая боль. Какими были отношения в семье в детстве Юрия Гагарина? Были ли события травмирующие, которые повлияли на его становление личности? Были ли события травмирующие? Да, невозможность выразить себя в творчестве. Возможно, он действительно что-то делал, да, рисовал, писал стихи или просто хотел высказаться. Невозможность выразить себя. Не могу, мне не дают. Опять эта карта. Смотрите, 7 жезлов, снова эта карта вышла. Эта карта олицетворяет именно детство. Именно то время, вот, наверное, от 9 до 12, когда человек уже все осознает и понимает, кем он хочет стать, возможно, когда вырастет, да, к чему он стремится, на какие кружки он хочет ходить, допустим, да, но не может, потому что ему не позволяют выразить свое творчество, свой творческий потенциал. Возможно, он занимался чем-то таким, что в его семье казалось постыдным, да. Например, там мальчик, который пишет стихи, или мальчик, который ходит на танцы. Особенно в советские годы это было чем-то постыдным, да, мальчик должен заниматься чем-то таким удовлетворительным для мужчины. Король жезлов. Здесь вот король жезлов, здесь что-то про папу. Папа, который... Вот папа поддерживал. Папа поддерживал его начинания. Вот женской фигуры не вижу. Женская фигура как будто скрывается вот за этим холстом, на котором пишут, да. Она вроде бы и поддерживает его, но вроде бы и как-то мешает ему, потому что здесь смерть тоже в виде женской фигуры. Смерть его уводит. Забирают мой потенциал, не дают мне выразить его. Я не могу, мне стыдно. Еще стыдно было постоянно за что-то. Вот это чувство стыда в советские, постсоветские годы, и сейчас иногда, да, нам тоже его навязывают, оно вообще очень главным фактором является в последующих психопатических отклонениях человека. И вот это чувство стыда, вот здесь вот норма морали, церковь смотрит на нас одним глазом, да, человек совершенно обнаженный, лысый. Человек стыдится себя, своего какого-то, то, чем он занимается, да, вот здесь то, чем он занимался, как он хотел выразить себя на самом деле, и это здесь не про летчика, а о чем-то другом, то, что он делал своими руками. Вот это было чем-то постыдным, и ему говорили: стыдись, так делать не нужно. А отец его, кстати, поддерживал. И вот это оказало на него очень какие-то травмирующие события для него, которые вот сказалось на нем и на его характеристике личности. Друзья мои, вот здесь об этом. Этого человека, что можно только посочувствовать ему, да, здесь. Не могу сказать, что пожалейте. Здесь не то, чтобы жалость должна какая-то проснуться, а здесь сочувствие какое-то, да. Все выросли, кто-то советские, кто-то в постсоветские годы, да, я понимаю, о чем речь. Друзья мои, теперь давайте про космос, да. Почему вот именно Юрия Гагарина выбрали на роль первого космонавта, побывавшего в космосе?
Мы сейчас говорим именно о том, что вполне вероятно Гагарин был не из простой семьи, но мы уже выяснили, что его биография правдива. Может быть, знатный род какой-то был у Гагарина, мы об этом не знаем. Да? Может быть, он был каких-то князей, голубых кровей, но его семья к таким не относилась. Сама семья, в которой он вырос. Давайте посмотрим маленькую вставочку, да, скажу вам сейчас. Все мы знаем, что космонавты, побывавшие в космосе, может быть, не побывавшие в космосе, да, все космонавты, они носят даже определенные печатки на руках, да, приравнивающие их к масонам определенной степени, да, вот Юрий Гагарин, я не вижу, что он был масоном, вот, честно, по картам у меня это не выходит. Но почему же его взяли тогда вот на роль первого космонавта, побывавшего в космосе, или якобы побывавшего в космосе? Давайте все-таки узнаем, если все космонавты в Америке, все поголовно, да, они все масоны, почему именно Юрия Гагарина выбрали на роль первого космонавта, побывавшего в космосе? Почему? Вопрос. Если он здесь из знатного рода, голубых кровей, то у нас здесь выйдет это на картах. Почему именно Юрия Гагарина выбрали на роль первого космонавта, побывавшего в космосе? Почему? Император, я же говорю, что-то было, да, в его роду. Император, который заткнул всех за пояс, это в его роду был кто-то или за него кто-то слово замолвил? Давайте посмотрим. Какой-то император замолвил слово за него. Это либо его род по мужской линии, либо кто-то замолвил за него слово так. Кто-то за Юрия Гагарина замолвил слово, кто-то знатный, кто-то высокопоставленный, я верно понимаю? Интересно, интересно. Или, может быть, у Юрия был кто-то в роду, и Юрий Гагарин голубых кровей, князей, может быть, каких-то, да, Юрий Гагарин голубых кровей, у него знатный род. Здесь что-то про женщину, слушайте. Здесь какая-то женщина, хочется сказать, в теле мужчины или с такими очень мужскими качествами. Женщина любит, женщина отвоюет, женщина пойдет на все ради него. Есть какая-то женщина, которую видит как мужчину, замолвила за него слово. Я не вижу, что у него род какой-то знатный. Вот не вижу я этого. Не вижу, что он голубых кровей. Здесь выходит император, но император, не относящийся к его семье. А здесь кто-то замолвил за него слово, любящий его. Любящий. Возможно, любящий император. Возможно, даже мужчина любящий. Давайте посмотрим. Это все-таки мужчина, женщина. Но выходит женщина. Кто замолвил слово за Юрия Гагарина? Чтобы именно его выбрали на роль первого космонавта, побывавшего в космосе. У нас здесь 3 фигуры выходят, и непонятно, куда смотреть, да? Кто замолвил слово за то, чтобы Юрий Гагарин... Женщина. И вполне возможно, что мать была какая-то у него необычная, да? Мать необычная, мать, имеющая, тогда он тоже принадлежит к знатному роду, мать, имеющая знатный род, или мать, имеющая вес в обществе, или просто женщина, имеющая вес в обществе. Это все одна и та же женщина. Женщина, которую нельзя обижать, которую уже как-то однажды обидели, и все ее очень боятся, остерегаются. Но именно к Юрию, по отношению к Юрию, она хоть и была какой-то строгой и деспотичной, но очень его любила, очень похожа на маму, очень похожа на фигуру матери, понимаете? Очень похожа на то, что в детстве она его, извините за выражение, чмырила за его какие-то творческие навыки и хотела, чтобы он был летчиком. Вполне возможно, что это вообще мечта мамы его, да, быть летчиком. И именно женская фигура очень четко выражается, отражается во всем его детстве и во всей его жизни. И даже в его подсознании, когда мы с вами делали как раз-таки расклад по схеме, да, на его личность. Хорошо, здесь понятно более-менее, давайте дальше. И вот долгожданный день наконец наступил. Это 12 апреля 1961 года. День, который навсегда запомнят люди той эпохи. А мы с вами будем знать его как День космонавтики. Все советские люди собрались у экранов своих телевизоров, где воочию можно было увидеть запуск ракеты, в которой был Юрий Гагарин. По крайней мере, я так читала из некоторых официальных источников. Если это было не так, друзья мои, напишите мне в комментариях, боюсь ошибиться. Да? Действительно ли могли увидеть воочию в прямом эфире запуск ракеты, или видели люди только в записи? Напишите мне, пожалуйста. Был ли сам полет, друзья? Вот это вот основной вопрос, наверное, на который мы должны получить ответ. А, друзья, если вам интересна эта тема и мои вопросы, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, также оставьте свой комментарий с вопросом под видео. Это поможет YouTube продвигать мои видео и дает возможность мне выкладывать больше подобных разборов. Для вас это всего 1 клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо. Итак, был ли полет в космос Юрия Гагарина? Правда ли Юрий Гагарин летал в открытый космос? Туз Пентаклей у нас всегда говорит «да», но обратите внимание, что у нас держит дракончик в руках. Дракончик у нас держит пентакль, в котором вся Вселенная. Но дракончик над этим пентаклем, то есть над Вселенной, а не внутри Вселенной. Давайте дополним. Туз Пентаклей говорит о том, что есть огромный потенциал и задатки, но был ли на самом деле Юрий Гагарин в открытом космосе?
Ему бы просто не дали этого сделать. Этого сделать невозможно обычному человеку, скажем так, да, потому что у нас десятка пентаклей здесь выходит. Императрица — это Земля. Был на Земле или летал вокруг Земли. Здесь Земля, и туз пентаклей — это я над Вселенной, а не во Вселенной, понимаете, не в космосе. Над космосом, но не в космосе. Летал на Земле, то есть императрица здесь выражение Земли, страны, города, да. И я летал на Земле над космосом или под космосом, как лучше сказать, да, и мне не дают выразить эмоции, не дают сделать то, что я хочу, не дают, а кто не дает? Они дают высшие мира сего. Десятка пентаклей — это масоны, иллюминаты, это все те, кто относится к верхушке этого общества, так называемой верхушке, которая правит этим миром. Десятка пентаклей — это переход во что-то новое, необходима была новая информация, чтобы перейти в какую-то новую веху. Или поставить итог, или поставить точку над чем-то. Мне не дадут этого сделать просто. Я был где-то я был где-то возле, но я не был там. Понимаете, да? Давайте еще раз этот вопрос зададим. Все-таки был ли полет Юрия Гагарина в космос, и был ли он в самом открытом космосе? Наяву, не во сне, друзья мои. Был ли Юрий Гагарин в космосе? Был ли Юрий Гагарин в космосе? Переворачивается прям сама карта. Тройка мечей отрицательная карта. Мне разбили сердце, меня предали. Мне говорили одно, а по факту получилось совершенно другое. Я так понимаю, что мы сейчас зададим этот вопрос. Я так понимаю, что ему врали и говорили все это время, что да, действительно, ты полетишь. Да, действительно, ты полетишь, но что-то пошло не так, как говорится, да, дьявол. Дьявол — это связи, связующее звено, привязанность к чему-то, аддикция, к чему-то привязали или связали с чем-то, да, или обманули, проще-напросто, да, у нас лукавый, он постоянно обманывает. Это обман, фикция, обман его и потом обман нас всех, да, с вами. Гагарин и остальные претенденты на полет в космос, они знали заранее, что никуда не полетят? Ну, я так понимаю, что не знали, да? Или все-таки верили в это, и им никто ничего не говорил? Юрий Гагарин и остальные претенденты на полет в космос знали ли заранее это с самого начала, что никуда не полетят? Нет, не знали. Двойка пентаклей здесь в данном случае отображает мошенничество. Не знали. Это тебя берут туда, я не знаю, берут на какую-то работу, обещают одну зарплату, а в итоге потом по итогу не выплачивают, да. И двойка пентаклей здесь цыганка танцует на честную публику, это пентакль у нее вместо бубнов, она гипнотизирует ими людей, и вполне возможно сейчас пройдется по всем людям и кошельки вытащит из карманов, да. Это мошенничество. Что на дне колоды? Нет, не знали. Верховная жрица говорит о том, что изначально люди не знали, что они никуда не полетят, они готовились, как последний раз, к полету в космос. Понимаете, да, о чем речь? А для чего был организован вообще весь этот спектакль с полетом в космос? Чего хотели добиться? Для чего был организован весь этот спектакль? Чего хотели добиться вот этим якобы полетом в космос 12 апреля 1961 года? Закрыть какой-то важный вопрос, который беспокоит. Какой-то важный вопрос был на повестке дня, который беспокоил очень сильно. Он угнетал, он прямо червяками поедал этих людей, которые все это организовали, срежиссировали, да, какой-то вопрос нужно было закрыть, его нужно было сдвинуть с мертвой точки, скажем так, да, и вот девятка, второй — это всегда стагнация. Это состояние спокойствия, либо нужно что-то сдвинуть с мертвой точки, чтобы перейти в десятку. Десятка — это всегда переход во что-то новое. И мы там вытягивали с вами десятку пентаклей. На десятке пентаклей были изображены верхушки нашего общества, да, масоны. И десятка — это переход во что-то новое. Вот нужно было что-то сдвинуть с мертвой точки. Да, что с мертвой точки не сдвигалось. Сманипулировать обществом, сманипулировать верхушкой, сманипулировать какими-то очень важными и влиятельными людьми. Сказать, что мы первые, сказать, что мы важные, сказать, что мы главные. Здесь Луна, здесь еще про полет на Луну, может, да, как-то связано с Нилом Армстронгом. Здесь какая-то такая история, что мы должны быть первые, что мы должны что-то сдвинуть с мертвой точки. Забрать себе популярность, забрать себе успех, забрать себе то, что причиталось, возможно, кому-то другому. Но я думаю, что вряд ли кто-то там летал в космос, потому что космос — это такая очень отдельная тема, друзья мои. Если хотите узнать подробнее про космос, про мироустройство наше человеческое, то приходите ко мне на курс, я вам расскажу обязательно. Это курс «Классическая колода» Райдера Уэйта. Там я рассказываю не только про карты Таро, но и про то, как устроен наш мир на самом деле. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. И вот мы хотим быть первые. Мы хотим добиться какого-то успеха. Да, и мы его добьемся очень яростно. Да? Рыцарь мечей, следующая карта. Тайна. Какая-то тайна была между странами, возможно, да, между какими-то. Какая-то тайная война или тайная борьба, и нужно было что-то сдвинуть с мертвой точки. И это необходимо было сделать именно таким вот не очень приятным образом, таким не очень приятным обманом.
Добились ли они этого? Ну, вот они хотели этого добиться, а добились ли они чего-то полетом в космос? Ну, якобы вот этим полетом в космос. Добились ли? Добились расположения каких-то вышестоящих лиц. Но, тем не менее, все равно остались вот этими марионетками, да, вот тут, кто это все затеял, добились расположения каких-то влиятельных фигур, влиятельных лиц. И Иерофант – это влиятельная фигура, влиятельное лицо. Это то, кому поклоняются, или то, перед кем складывают ножи свои, да. Но в кармашке у Иерофанта есть вот эта марионетка, тряпичная куколка, да. Мы все равно тряпичные куколки перед этими высокопоставленными людьми. Ну и давайте теперь посмотрим, кто является заказчиком, да, этого спектакля про полет Юрия Гагарина в космос. Кто является именно заказчиком, не исполнителем. Исполнитель – это понятно, да, вроде более-менее. А кто является заказчиком спектакля про полет Юрия Гагарина в космос? Кто именно заказывал все это действие? Кому это было выгодно? Десятка жезлов. Тот, кому тяжело уже было нести эту ношу, и кто хотел перейти во что-то новое. Я говорю, здесь должно было начаться что-то новое, совершенно новое, обновленное после якобы полета в космос. Да? Кто заказал и срежиссировал весь этот спектакль с полетом Юрия Гагарина в космос? Кто это сделал? Кто заказчик? Кто заказчик? Тот, кого мы никогда не увидим. Да? Вот здесь прям скрывается, либо очень хорошая защита стоит на этом человеке. Здесь королева Пентаклей. Королева Пентаклей может олицетворять здесь не женщину, а правительство. Правительство, то, которое держит людей, вот здесь в данном случае уже не дети, а люди, наступает на них, и правительству на детей, на людей все равно. Мы хотим перейти во что-то новое, потому что невыносимая тяжесть какая-то, да? И Паш-кубков вы нас не увидите никогда. Вот мы те, кто скрываемся под маской, кто пытаемся подстроиться под людей, кто мимикрируем под людей. Я не вижу здесь именно людей, да? Не люди, которые маскируются под кого-то. Здесь мужчина маскируется под рыбку, чтобы заполучить ее любовь или заказать у нее 3 желания. И здесь королева Пентаклей – олицетворение власти. Власть имущая, верхушка общества, но еще не самая верхушка даже, друзья мои, которая наступает на людей ногами, которым очень важны деньги, ресурсы, очень важны какие-то эмоции от людей. Понимаете, да? Давайте вернемся к личности Гагарина. Мы узнаем, что с ним происходило после того, как он узнал, что все это обман, фикция, что ему нужно было улыбаться на камеру. Да? Вот что происходило с самим Юрием Гагариным, его чувства, когда он понял, что никуда не полетит. И когда он якобы уже слетал, его встретили как героя какого-то, да, ему нужно было улыбаться на камеру. Вот что происходило с самим Юрием Гагариным, он нормально это воспринял. Двоякое чувство, двоякое. Двоякое чувство, вроде приходится улыбаться, он пытался примирить свое «за» и «против» внутри себя, да, вот когда выходит 2 мечей, мы пытаемся разум и эмоции включить вместе. И разум, и эмоции, и чувства, они работают вместе, но никак не могут друг с другом соприкоснуться, да, вот эта карта называется еще «сложить ножи» или «сложить мечи». Пытаюсь как-то совладать со своими эмоциями, включить логику, холодный разум. Ему было тяжело. Как ни странно, я здесь не вижу, что с его сознанием работали. По крайней мере, с самого начала, да, я не вижу, что с его сознанием работали. Что происходило с самим Юрием Гагариным, его чувства, когда он понял, что никуда не полетит, что он никуда не слетал в итоге, и что его встретили как героя. Что происходило с человеком, с Юрием Гагариным, как с человеком, что происходило. Король Пентаклей в какой-то степени ему нравилось это, и, возможно, ему заплатили хорошо, да, за это, потому что король Пентаклей показывает денежку в прямом смысле этого слова. Тот человек, у которого все есть, возможно, ему нужны были деньги, или, возможно, ему предоставили какие-то другие условия, которые ему были необходимы на тот момент, да. Вот король Пентаклей выражает как раз: у меня теперь есть то, что мне нужно. И вот такие вот противоречивые чувства. Я вроде совестливый человек, вроде хочу все рассказать, но не могу, а не могу не потому, что боюсь, потому что вот мне вот что-то досталось, мне что-то дали, они чем-то закрыли рот, да, грубо говоря. Ему тяжело очень было. Очень тяжело, я вот не вижу, что здесь работали с его сознанием. Это очень странно, что с его сознанием не работали, возможно, потому что была влиятельная женщина, которая за него сказала, да, что якобы вот он может полететь. И, возможно, поэтому его не трогали. Но мы еще узнаем, как он погиб, да. Что происходило с Юрием Гагариным, его чувства, когда он понял, что никуда не полетит, никуда не полетел в итоге. Ну, тут договор был какой-то, да, тут договорились, потом его как-то замаслили, возможно, да, вот здесь замаслить человека. Замаслить человека, и здесь девушка, а девушка здесь олицетворение Юрия Гагарина, здесь держится за живот, за свою свадхистана-чакру. Но здесь какие-то сексуальные взаимоотношения, да, между смертью и девушкой, а здесь за живот он держится, потому что живот – это еще кундалини-энергия, энергия жизни. И здесь вполне возможно, ему вот как несварение живота, вы знаете, когда вот мы боимся чего-то, когда нам нехорошо, когда нам неприятно, у нас
нас вот как несварение живота, в животе как будто что-то вот урчит. Понимаете, ему было до такой степени неприятно, что у него физически это ощущалось в организме. Мне неприятно, мне тяжело, но вот как-то уговорили его на это, понимаете? Врать всему миру, лгать всему миру, грубо говоря, да, он пытался отстоять свои интересы, он пытался защищать свои интересы, свою семью, да, и он уже не мог идти на попятную, уже просто было нереально, невозможно. Я его сейчас не осуждаю ни в коем случае. Были такие времена, и, возможно, вот так как он до последнего не знал, что он никуда не полетит, возможно, действительно, его там в конце не то чтобы запугали, а как-то серьезно замаслили, и это было ему в плюс, да, может быть, какие-то денежки действительно дали или что-то. Но совесть в нем была. Совесть в нем была однозначно, потому что двойка мечей — это разум, холодный расчет, совесть и эмоции, с другой стороны, да. Что происходило с Гагариным на пути от известности до смерти? Вот известность он получил сразу после полета его фиктивного в космос в 61 году. В 68 году он, якобы в 68 году он погиб, да, мы еще узнаем сейчас, в каком году это было. А вот что происходило с ним от известности, от начала его известности до вот этого его, не то чтобы падения, да, а до его вот этой смерти? Потому что какое-то время он был известен еще, какое-то время он был популярен, потом все это сходило на нет постепенно, потому что каждого популярного человека забывают, да, если он больше ничего не делает в своей жизни, кроме вот одного единственного полета. Что происходило с личностью Гагарина? Как он деградировал или наоборот, что происходило с Гагарином на пути от известности до смерти. Я же говорю, да, восстановление справедливости, стыдно, совестно. Он все время возвращался своими мыслями к тому, что ему совестно, к тому, что ему есть что скрывать. А здесь справедливость нечестная, субъективная. У нее вместо весов в одной руке 2 меча в 2 руках. И справедливость это готова отрубить головы всем, кто будет против справедливости. И эта справедливость в виде власти здесь, да, как олицетворяет власть, систему, на которую он работал, Гагарин работал. И как ему было за это стыдно. За то, что если он кому-то что-то расскажет, его может осудить все общество. И не только общество, но еще и те люди, на кого он работает. Да? Он постоянно думал об этой большой и крупной лжи. Постоянно. Что еще происходило именно с личностью Гагарина? Именно с его личностью. Он стал очень мнительным. Мнительным, даже какие-то, возможно, были панические атаки, думал, что за ним кто-то следит или может уследить, да, возможно, действительно за ним следили, кто его знает, да, чтобы он лишнего не сболтнул. Здесь вот об этом речь, да? И что там? 4 жезлов. 4 жезлов — умение договориться с самим собой. Пытался договориться с самим собой, да? Здесь несколько девиантное поведение, возможно, даже были какие-то аддикции, зависимости, да? Давайте посмотрим, были зависимости какие-то в виде алкогольных напитков, возможно, каких-то запрещенных веществ, да? Если человек узнал, что он обманывает весь мир, и он в этом повязан, да, и на него очень сильно давит совесть, то вполне возможно, аддикции какие-то были. Были ли какие-то зависимости у Юрия Гагарина в период с 1961 года по 1968. Зависимости были. И опять противоречия здесь, да? Из-за противоречий были зависимости. Рыцарь жезлов может говорить о том, что были какие-то измены внутри семьи, потому что рыцарь жезлов — это сексуальная подоплека. Рыцарь жезлов может говорить об алкогольных каких-то напитках, да, то есть стремился все успеть или стремился много выпить. Я здесь не вижу кубков, я не вижу здесь именно алкоголя, но я вижу здесь какие-то сексуальные помешательства, возможно, да, на фоне того, опять-таки, не на фоне того, что человек сам по себе такой, а на фоне того, что влияет и давит на него та известность, какую он получил, как бы это ни звучало, да. А верховная жрица стал более замкнутым, еще более необщительным. Внутри него бушевали страсти, красное зияние. А на самом деле он стал очень замкнутым, очень необщительным. Не хотел общаться и разговаривать с обществом. Здесь у нас верховная жрица ненавидит людей. Но здесь не ненависть к людям, а здесь просто нежелание общаться. А почему-то не показывает мне зависимости, вот именно как алкогольную или другие какие-то вещества. Возможно, их не было действительно, да. Как на самом деле погиб Гагарин, давайте узнаем, да, это одно из тоже таких тайн. Не было, насколько я помню, ни тела, да, как сейчас у нас нет такого, что тело везде показывают заблюренное, да, но, по-моему, насколько я знаю, что не было ни тела, похороны были какие-то тоже там тайные, окутанные, да, все это было как-то очень тайно, разбился, обо что разбился, об кого разбился, как разбился, непонятно. Из официальных источников что там рассказали, но, как обычно, не до конца, да. Юрий Гагарин действительно погиб 27 марта 1968 года. Нет, тайна, окутана тайной. Юрий Гагарин погиб позже 27 марта 1968 года. Он погиб позже? Или же Юрий Гагарин погиб раньше 27 марта 1968 года? Юрий Гагарин погиб раньше 27 марта 1968 года.
а инсценировка его смерти была уже позже. Такое ощущение, что чуть раньше, 27 марта, не намного раньше. Здесь тайна, окутанная мраком, бывает только тогда, когда эта тайна уже есть. Понимаете, да? Поэтому здесь позже он погибнуть не мог. Здесь младший аркан выпал, да? Здесь погиб ли он раньше? Погиб раньше. Карта башня и карта солнца нам об этом говорит. Башня — пробитая голова или пробито что-то, или упал с какой-то высоты, да? Падает с какой-то высоты. Солнце говорит о том, что в танце ведет только один. В танго, да, здесь двое парней танцуют танго друг с другом. И здесь один ведет, а один ведомый. И кто-то должен быть ведомый, потому что он не хотел быть больше ведомым. Здесь его устранили, да, я так понимаю? Давайте посмотрим. Устранили, а потом синсценировали его смерть. Как на самом деле погиб Юрий Гагарин? Как на самом деле погиб Юрий Гагарин? Как на самом деле погиб Юрий Гагарин? Одиночество, в одиночестве. Был один или один в доме. Или один в доме и ужаснулся, как боится очень сильно, забился в угол. Или его поставили в угол. Некуда было выбраться, да, как будто бы, вот, как будто он кого-то испугался очень сильно. Одиночество или один дома. Или некуда идти. Невозможность куда-то уйти. Девятка, второй, да, невозможность двигаться. Загнали в угол. Как на самом деле погиб Юрий Гагарин? Опять женщина, да? Женщина, но это система. Женщина — это система, да, по-другому. Это не женщина убила, а это система. Система, которым наплевать на людей, которые ей не подчиняются. Да, ты не подчинился. В танго должен кто-то один вести, а другой быть ведомым. Когда у нас на вопрос, как погиб человек, выпадает карта двора, это всегда причастность других людей. Даже если королева пентаклей здесь выражает систему. Что у нас на дне колоды? А на дне колоды у нас паж пентаклей. Он был всего лишь пажом, винтиком в этой системе, шпунтиком, винтиком, который не захотел в одночасье слушаться. И поэтому его устранили. Понимаете, да? Я не вижу здесь разбитого самолета. Я не вижу здесь, что он, ну вот, знаете, за голову держится. За голову держится, и на карте башни у нас пробита голова, как пробили голову. Пробили голову, убили. По-другому, да? Как еще? Почему его устранили? Ну, почему его устранили, понятно, друзья мои. Тут не захотел больше подчиняться системе. Тогда он не то чтобы не нужен стал системе, он не захотел подчиняться, работать на систему, вполне возможно, захотел рассказать правду. Вот давайте об этом сейчас узнаем. Хотел ли Юрий Гагарин рассказать правду, возможно, через какое-то свое интервью донести до людей, что все это фикция, что весь этот полет в космос неправда, что существует вот такая вот иная сторона этой медали. Хотел ли Юрий Гагарин в конце своей жизни рассказать людям правду о том, что никуда он на самом деле не летал? Человек-то совестливый был, человек-то неплохой, кстати говоря. Не могу его ни в чем обвинить, и я думаю, что вам не нужно этого делать, да? Все мы совершаем ошибки, тем более, когда человек под системой. Он просто хотел всем доказать, что он что-то может в этой жизни. Хотел ли Юрий Гагарин рассказать людям реальную правду о том, что ничего этого не было? Он медлил, он хотел, но медлил, выжидал удобное время. Человек выжидает удобное время. Карта повешенной выходила нам с вами уже после полета в космос, что ощущал Юрий Гагарин. И он ощущал предательство, а предателем был он, потому что он лгал советским людям. Ну и вообще людям, да, и сейчас тоже люди думают, что это действительно правда. Хотел ли он рассказать правду? Хотел, но у него были завязаны руки. Но что-то начали подозревать люди системные, либо он просто был неугоден уже больше им, да, они его устранили. Обычно проекты устраняют. А это был проект. Друзья мои, в который раз мы с вами с помощью карт Таро раскрываем настоящую правду и показываем, что мир не такой, каким нам стараются его показать. И только задав правильные вопросы картам, мы докапываемся до истины. По самому Юрию Гагарину у меня еще остался ряд интересных вопросов, ответы на которые я публикую у себя в Телеграм-канале. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой Телеграм-канал, где помимо ответов на вопросы вас ожидает живое общение со мной, моими подписчиками, обсуждение горячих и острых тем, которые мы также разбираем на картах Таро, а также у кого плохо работает YouTube, мы выкладываем туда наши видеорасклады, чтобы вам было удобнее их смотреть. Ставьте лайк этому видео, если оно действительно вам понравилось, подписывайтесь на канал и пишите ваши вопросы в комментариях под видео. А с вами была Сабина и мой канал Энергия Таро. Всем добра!